Уважаемые друзья, подписчики и просто зрители моего канала, я вас приветствую. Сегодня я хочу показать, как приготовить вполне себе постное блюдо – фаршированную тыкву. Итак, поехали. У меня тыква большая, 3-килограммовая. Мне еще для этого понадобилось 700 граммов грибов, 2-3 болгарских перчика, соль, перец по вкусу. И, разумеется, 1 стакан риса. Первым делом я ставлю вариться рис в подсоленную воду. Соотношение 1 к 2. 1 стакан риса, 2 стакана уже кипящей воды. Засыпаю рис, и когда вода снова закипит, уменьшаю огонь под кастрюлей до минимального значения, накрываю крышкой и на 20 минут о рисе я забываю. В это время подготавливаю тыкву. Срезаю верхнюю часть, там где плодоножка. Затем мякоть, которая находилась под этой крышкой. Откладываю ее в отдельную тару пока. И вынимаю из тыквы все семена и перегородки. Они нам не нужны. Затем из верхней части мякоти срезаю семена с перегородками и кладу в отдельную тару. И часть мякоти тыквы я тоже отбираю для того, чтобы затем натереть все это на терке. С крышки срезанной тоже лишнюю мякоть надо убрать. Сразу я ее разрезаю для того, чтобы было удобно натирать это все на крупной терке. Что я потом и, собственно говоря, делаю. Рис у нас готов. Я снимаю кастрюлю с огня и отбрасываю рис на дуршлаг для того, чтобы слилась лишняя вода. Затем я нарезаю не мелкими кубиками сладкий перец и его тоже кладу в отдельную тару. Затем вымытые грибы, для того, чтобы снять остатки грунта с них, нарезаю тоже не мелко. Сковороду ставлю на огонь, наливаю растительное масло и выкладываю туда в первую очередь натертую мякоть тыквы. Жарю 2-3 минуты. Как видите, сковорода у меня оказалась маловато, поэтому я перекладываю в большую. Не рассчитал сразу. И затем уже сюда же добавляю нарезанные грибы. Их я прожариваю тоже где-то 2-3 минуты. Больше не требуется. Затем добавляю в эту же смесь нарезанный болгарский перец. Накрываю крышку и тушу всю эту смесь где-то тоже 2-3 минуты. Для того, чтобы продукты пропарились и взаимно пропитались вкусами. Затем рис тоже добавляю в эту же смесь. Выключаю огонь под сковородой, перемешиваю все это примерно в однородную кашу. Ставлю рядом тыкву и начиняю ее получившейся смесью. Делаю небольшую лунку для того, чтобы залить туда горячей кипяченой воды, где-то стакан-полтора. И немного добавляю еще сверху начинки и накрываю все это крышкой, срезанной ранее. Заранее подготовленную разогретую духовку до 180 градусов я отправляю нашу тыкву где-то на час. Даже час 15 у меня получилось. Вот такая замечательная тыква у нас получилась. При попытке перенести в другую тару она у меня треснула, значит она приготовилась очень хорошо. Итак, готовьте постное блюдо. На дворе рождественский пост.
Подписывайтесь на канал, у меня еще будут ролики. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые рецепты. Если вам ролик понравился, ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и мессенджерах. До новых встреч!